Всем привет! И вы на канале Луна Мося! Света, Богдан и я придумали новый крутой челлендж. Сегодня мы будем рисовать то, что угадаем. Челлендж так и называется. Кто хуже нарисует то, что угадал, тот будет мокрым. Я не хочу быть мокрой. Я тоже? Ты мокрым точно не будешь, потому что ты будешь нам что-то показывать, что ты увидишь на одной из этих бумажек. А мы со Светой будем угадывать и рисовать. Все очень просто. Богдан берет бумажку, показывает ее вам. Мы со Светой не видим, что на ней нарисовано. А потом он без слов показывает нам со Светой то, что нарисовано на этой бумажке. Мы со Светой должны угадать, что он нам показал, и нарисовать это на листочке бумаги. А если кто-то не отгадал или плохо нарисовал? Специально для такого случая у меня есть вот такой пистолет. Это не просто пистолет, он водяной. Ой! Да почему? Я еще не начала рисовать, а вы меня уже обливаете водой. Это была небольшая тренировка. Обливать водой нас будет Богдан, вернее не нас, а только того, кто либо не угадает, либо плохо нарисует. По-моему, этот пистолет настолько хорошо стреляет, что мы будем очень мокрыми. Он до потолка стреляет! Не надо стрелять пока что! Я очень сильно надеюсь, что в этом челлендже я останусь сухой и чуть-чуть мокренькой, а мама будет очень мокрой. Все будет зависеть от того, какие картинки нарисованы на этих бумажках и насколько хорошо Богдан нам их будет показывать. Нам же нужно будет угадать. Поехали! Первый раунд! Богдан, тяни бумажку. Я достану вон ту самую дальнюю. И теперь показывай ее зрителям, а мы со Светой вот так вот закроем глаза. Ребят, смотрите, что здесь на картинке. И сейчас я это буду показывать. Я готов показывать. Ну давай, мы смотрим. У меня есть предположение, что это бешеный матрас, который на всех шипит. Бешеный матрас. Света, у тебя фантазия, конечно, дикая. Я понимаю, что это какой-то зверь, но какой? Богдан, покажи еще раз, а то вообще непонятно. У меня вроде появились кое-какие догадки, что это за животное, существо, и сейчас я это нарисую. Это может быть тигр, лев, пантера, ягуар, кошка, собака. Я даже не знаю, кто еще это может быть. Может быть, даже обезьяна. Нет, но обезьяна вряд ли. Спасибо за идеи. Ну, я, конечно, зря это сказала, но на самом деле у меня есть еще предположения, о которых я не сказала, и которые я попробую нарисовать. Мы поставили перегородку, чтобы не видеть, что рисую я, что рисует Света, то есть мы не подглядываем друг к другу. Правильно, подглядывать это очень плохо, мама. Я все-таки думаю, что я буду рисовать... Чё, а можешь повторить, а то я не расслышала. Ни за что не повторю и даже не покажу тебе, какого цвета фломастер я беру. Ну, мне понадобится всего лишь один маркер. Это черный. Надеюсь, что я победю в этом раунде. Как правильно? Подскажите, пожалуйста. Победю или побеждю? Или побежду? Я нарисую такого мультяшного такого. Ой, кривовато получается. Я не умею рисовать зверей от слова совсем. Поэтому мой персонаж, он будет мультяшный. Другого варианта просто нет у меня. У меня вот такая вот красивая. А как бы мы его сделать таким злым, ну, чтобы он был не очень добрым, ведь такие добрые не очень бывают, они все время злые, в природе такие. Ну вы же уже узнали, это вот он из мультика. У меня, правда, не очень хорошо получилось нарисовать, но уже понятно, кто это такой, правда? А у меня вот такой вот полосатый котик. Ага, значит, Света котика нарисовала. Ну, я тоже нарисовала почти котика, только это лев. Потому что Богдан, когда показывал, он был очень грозный и делал вот так вот лапы. Он охотился на кого-то. Я думаю, что это все-таки такая грозная кошка, лев. Вот наши рисуночки. Богдан, оценивай.
Только оценивай, пожалуйста, честно, хорошо? Очень честно. Я все понял. Можете опустить свои рисуночки. Нет, так дело не пойдет. Поднимитесь. И смотрите, ребята, сейчас что будет. О, Господи, как хорошо, что болели не меня. Мама, лучший рисунок. То есть я угадала, то есть это был лев? Да. Вы только посмотрите, как меня Богдан облил. И это только начало. А я сейчас покажу рисунок, который был. И вот рисунок, который должны вы были отгадать. Смотрите. Лев, вот именно как я и нарисовала лев. Он даже похож, видите? Тут он лежит, у меня он сидит, но согласитесь, что очень похоже. Честно говоря, я еще думала, может быть, это тигр. Но все-таки решила, что это лев. Господи, как хорошо, что я угадала, как хорошо. У Светы вообще был рисунок красивее, но она не отгадала. Вот она что нарисовала. Это теперь не рисунок, это теперь какая-то клякса. Да, а что кот думал? Мяу. Кот думал, мяу. Переходим к следующему раунду. Второй раунд. И я достаю бумажку. Я думаю, я достану какую-нибудь вот эту. Мы с мамой отворачиваемся и не смотрим, что там. Я абсолютно честно не смотрю. Видите? Закрыла глазки. Смотрите, ребята, что тут? Ребята, что там? Как это показать? Я даже не знаю. Но я попробую. Смотрите. Ты только показывай очень хорошо, очень, чтобы я снова отгадала. Нет, чтобы я отгадала, а мама была мокрой. Смотрите внимательно. Что это? Я поняла. Давайте уже поставим перегородку и начнем рисовать. А можно вопрос? А нужно нарисовать то, кем был ты, или то, что было у тебя? Я сейчас вам еще раз покажу и сами решайте, что вы будете рисовать. Я просто... У меня... Я не знаю, что рисовать. Вообще не знаю. Все, я все показал. Рисуйте. Я знаю, что рисовать. Я здесь выиграю. А у меня несколько вариантов, что можно нарисовать. И поэтому я мучаюсь выбором. Что? Я приняла решение, что же я буду рисовать. У меня снова стырили маркеры. Мне понадобится этот и вот этот вот цвет. Но мало того, что я придумала, что рисовать, моя задача нарисовать это как можно красивее. Потому что вы видели, насколько сильно Богдан облил Свету? Я не хочу быть такой же мокрой. Ну да, если мы обе отгадаем, то он выберет того, кто лучше нарисовал. И это буду я. Она опять не отгадает, наверняка. Я этот предмет знаю лучше, чем Света. Но я не буду говорить, что это, вы сами все видите, правда? Мама очень сильно ошибается, потому что она не знает, что я целыми ночами провожу за этим предметом. Ты что, телефон рисуешь, что ли? Рисуй. Вот мама дает. Я рисую не телефон, а ноутбук. Это мой ноутбук. Я за ним работаю целыми днями. Как оказалось, в этом раунде мы со Светой нарисовали одно и то же. И теперь, если мы угадали, то у кого рисунок лучше? Если, конечно, мы угадали. Я надеюсь, что мой рисунок намного лучше, чем мама. У меня тут даже яблочко откусанное. А я надеюсь, что Богдан показывал действительно ноутбук. А вдруг он показывал не ноутбук, а, например, клавиатуру или человека, который сидит за компьютером. Ну я же посмотрю на ваши рисуночки. Можете опускать, и я буду оценивать. Ты же хорошо посмотрел, правда? Очень хорошо посмотрел, а мы же угадали. Это нам показывает, что ее поливать. Да, она когда вот так говорит. Кому жалко Свету, поставьте ей скорее лайк. Она просто уже с нее уже стекает вода. И с рисунка тоже. Но хорошо, что не с меня стекает вода, правда? Второй раунд подряд, и я еще сухая. Переходим к следующему раунду. Я же забыл вам показать рисунок.
рисунок? Вот то, о чем я говорила, это как раз ноутбук, который вот практически мой, один в один. Я же тоже нарисовала ноутбук. Ну, у тебя был мини красивый, но ты хуже просто нарисовала. Вот-вот, надо не только угадать, но еще и красиво нарисовать. Я очень старалась, 2 раунда я уцелела, и я очень хочу остаться сухой до самого конца челленджа. Все, хватит разговоров, Богдан, тяни бумажку. Надеюсь, что в этом раунде я не буду мокрой. Итак, отворачивайтесь. Смотрите, что я буду показывать. Уже можно смотреть? Нельзя! Я сейчас вам покажу то, что было на рисунке. Правда, странно. Ну ладно, я попробую показать. Если Богдан говорит, что странно, то как же он это покажет и как же мы это угадаем? Никак. Смотрите! Я поняла. Надеюсь, что на этот раз я выиграю. Только как мне это нарисовать? Я даже представить не могу, что это такое. Вернее, кто это такой. Свет, может, ты мне телепатически передашь, что это такое? Но. Ну, хотя бы капельку. Ну ладно. Я поняла, что это какая-то птица. Но какая? Не, ну вы это видели, а? Видели? Я тебе больше никогда в жизни не буду передавать свои мысли. Она стерла мою идею. Так это же не идея. Тут же еще надо подумать, что именно нарисовать. В общем, я все показал. Рисуйте. Я первая стырила маркеры, чтобы ты не увидела, какие цвета я себе возьму. Я еще не знаю, что рисовать, поэтому Света может брать совершенно любые цвета. Все. Судя по звуку, сколько фломастеров Света взяла, мне кажется, она собралась рисовать радугу. Может, красным, а? Я уже рисую свой рисуночек. Я уверена, что в этом раунде я точно не буду мокрая с ног до головы. Я определилась, что рисовать. Сейчас вы поймете, кто это. Только я не умею рисовать вот это вот. Мама вообще не умеет рисовать. Я тут уточнила, какого он цвета, потому что нужного мне цвета не оказалось. У меня сейчас будет супер-пупер бомбический рисунок. А я уже закончила рисовать свое существо, которое, как я думаю, показывал Богдан. Ну вот мы закончили наши рисунки, и у меня розовый фламинго. Видите, вот я даже написала розовый, а это фламинго. Он вот так вот наклоняется и хватает рыбу. Я это видела по телевизору. Но вообще-то Богдан показывал страуса. Ну, так мне кажется. Он чего-то увидел, испугался и голову в яму засунул. А у тебя фламинго неправильное. Правильный или неправильный у меня фламинго, это еще можно поспорить. Но Богдан, когда показывал, он голову то опускал, то поднимал, то опускал, то поднимал. То есть это птица, которая ловит рыбу, а не та, которая засунула голову в песок и там осталась. Сейчас и узнаем. Ну и что вы нарисовали? Смотри, у меня розовый фламинго, а у Светы вон яйцо на ножках. У меня не яйцо на ножках, у меня страус. А у тебя фламинго неправильный. Он, во-первых, не стоит на одной ноге, а во-вторых, у фламинго клюв длинный, а у тебя короткий. У меня клюва вообще нету, и нарисовала как умею. Так, хватит спорить. Сейчас я выберу, кто нарисовал неправильно. Ее надо облить. Посмотрите, какой у меня красочный рисунок. Солнышко, песок, пальма с бананом и страус в песке. Главное нарисовать правильно. А я думаю, что Богдан показывал не страуса, а фламинго. Ребята, сейчас я выберу, кто неправильно нарисовал. Это не я, правда? Не закрываться! Вода же мокрая. Так. Хватит, пожалуйста, хватит. Какая же я вся мокрая. Это что, правда? Богдан, я что, реально угадала страуса? Богдан облил меня за 1 раз сильнее, чем Свету за 2 раза. Смотрите, что
тебе, мам, больше мультиков смотреть. Ну, зато у Светы страус вообще не похож на оригинал. Вот. Все похоже. У Светы было яйцо на ножках, а не страус. Прекратили спорить, переходим к следующему раунду. Ребята, а теперь задание для вас. Я сейчас вам покажу одну штучку, а вы должны будете отгадать, что это. Вот смотрите, вот это наш ролик идет. А вот тут под роликом что такое? Пип-пип. Я вам даю несколько секунд, чтобы вы подумали. Ну что, вы отгадали? Конечно же, это была кнопка подписаться. Если ты отгадал, то тогда ты подписан на наш канал. А если не отгадал, то тогда быстрее подписывайся. 4-й раунд. И сейчас Богдан снова покажет вам то, что нарисовано на одной из бумажек. И кто-то в результате этого раунда снова будет мокрым. Прекратили спорить. Мы закрываем глазки. Так. Что там такое? Смотрите, что я буду показывать. Ну все, я все понял. Смотрите внимательно. Смотрим внимательнее некуда. Все, рисуйте. Может быть, это клоун, который бьет себя по голове молотком? У меня нет слов, потому что мне сложно представить, что же это такое. Вот это вот. Ну, я вроде более-менее что-то в голове у себя нарисовала. И сейчас попробую это все перенести на лист бумаги. Ставьте перегородку, чтобы она не подглядывала за моим шедевром. Я бы с удовольствием подглядела, потому что я у себя в голове ничего не нарисовала. Пусть мама там пока думает, надумывает себе. Я уже знаю, что я буду рисовать. И мне нужно маркер выбрать для рисунка. У меня есть всего одна идея, что мог показать Богдан, и я не понимаю, как для этой идеи может потребоваться маркеры несколько цветов. Мне кажется, там одним цветом все запросто нарисуется, только я не умею это рисовать. Ну, если ты не умеешь рисовать, значит, ты автоматически проигрываешь. Не-не-не-не-не-не. Хватит того, что в прошлом раунде меня облили водой. Не надо. Я сейчас что-нибудь нарисую, ну, вернее, я как-нибудь изображу то, что я предполагаю. Это единственное, что я могу предположить, вот это вот. Ну, я вот тут рисую такого вот сильного силача, который гантели вот так вот поднимает над головой. Раз, два. Гантелю? Причем тут гантеля? Он же на голову чего-то надевал. Ну вот сейчас и узнаем. Я, кстати, тоже уже закончила. И я. Ну, показывайте свои рисунки, что вы там нарисовали. Если не очень понятно, то это шляпа. А это силач. Он тут гантели вот так вот поднимает, зарядку делает. Нет. Не надо, шляпу же ты показывал, правда, шляпу. Понятно. Кладите рисунки, и я сейчас выберу проигравшего. Ну, вы готовы? Нет. Я была в прошлый раз, меня не надо поливать. А я 2 раунда подряд была мокрой. Я шляпу нарисовала. У меня шляпа. Он же показал шляпу, правда? А мне силач. Он же шляпу показал. Да почему? Значит, все-таки это была шляпа. Я угадала. Господи, какое счастье. Да вот это шляпа. Это нечестно. И в следующем раунде ты будешь мокрой. А ты вообще показывать не умеешь. Вот это вот что? Это либо клоун, который свихнулся и бьет себя молотком по голове, либо это, я не знаю, часики, которые вот так вот бьют себя по голове, либо это штангист. По-моему, это сейчас мокрая Света, который взяла ведро и поливает себя водой. Би-би-би, очень смешно. Посмотрела бы я на тебя, если бы ты сидел на моем месте, и я бы тебя также обливала водой. Переходим к следующему раунду. Вот что вы должны были нарисовать в прошлом раунде. Смотрите, это же понятно, Свет. Ну, тут нарисована шляпа, а у мамы была какая-то тарелка и кусок замерзшего молока. Неправда, у меня была самая настоящая, почти ковбойская шляпа. Я сразу поняла, что это шляпа. И вот нарисовала очень похоже и очень хорошо, что из 4 раундов в 3
поливали водой Свету. Поэтому я не такая уж и мокрая. Все достается Свете. У нас впереди еще этот и следующий раунд. У мамы было, короче, лучше. Перестали спорить. Доставай одну из двух бумажек и посмотрим, что ты нам покажешь в этом раунде. Я беру вот эту. Отворачиваемся, закрываем глазки. Ребята, смотрите, что мы будем показывать. Чему Богдан так радуется, а? Что там такое на картинке? В общем, я готов показывать. А можно мне фен? После челленджа терпи. Смотрите, что это такое. У меня было предположение, но вот это его последнее движение, которое он сделал, опрокинуло все мои мысли, и я теперь не знаю. Богдан, покажи, пожалуйста, еще раз. Да что тут непонятно, смотрите. В общем, я все показала, рисуйте. Мам, я в таком же шоке, что и ты. Может, посовещаемся и вместе придумаем что-нибудь? Вот уж нет, вот не надо. Нет. Ставим перегородку, выдаем нам листочки, и мы начинаем рисовать. А вот что уже нарисуем, увидим в конце раунда. Не знаю, как там мама, но я знаю, что это такое. Мне понадобится вот этот и вот этот вот цвет. И все. Она рисует что-то разноцветное, а у меня в голове ни единой мысли, что это может быть. Это очень даже хорошо, потому что в этом раунде ты будешь мокрая. Какая, Света, ты безжалостная, нет бы подсказать мне, ну хоть капельку. Знаешь что? Вот ты такая смешная. Когда я в 3 раундах проигрывала, мне никто не подсказывал. Так ты же не просила! Просить еще надо, да? Вот теперь сама и думай. Не мои проблемы, не мои заботы. Леди в шортах. Кажется, мне пришла в голову одна мысль, единственная. И для того, чтобы это нарисовать, мне потребуется вот этот маркер. Мам, все, я дорисовала, а ты там как? Я тоже попыталась изобразить то, что было у меня в голове, но и в голове сумбур. И нарисовано, по-моему, не очень. Ну и хорошо. Ничего хорошего. Будем считать, что я тоже закончил. Ну и вот рисунок, который вы должны были нарисовать сейчас. Ну, то есть я угадала, это все-таки Соник. Хотя бы угадала. Это я угадала, что это Соник. А ты просто пробралась ко мне в голову, стырила мои мысли и нарисовала не до Соника. Что она несет? Как я могу пробраться ей в голову? Прекратили спорить. Я уже выбрал победителя, и сейчас мы узнаем, кто это. Ну что, готовы? Нет, Придется. ты мне говоришь. А вам обоим. Зачем? Ты обеих собираешься поливать? Давай ты выберешь Свету. У меня немножко больше Соник был похож на твою картиночку, правда? Маму! Не надо! Пожалуйста! Не надо! У меня раскрашенный был! У меня был раскрашенный! Пожалуйста, не надо! Я боюсь воды! Я в этом раунде проиграла. Приходим к следующему раунду. Стоп! Все, намочил. Нет! У меня тут еще одна бумажечка. Итак, закрывайтесь. Закрываем глазки. Так, это вон туда. Смотрите, что я буду показывать. Ну все, готов. Ну так, внимательно следите, что я буду показывать. Мне уже страшно. Мне тем более страшно, потому что я еще вся мокрая. Я показываю. А я знаю, что он показал. Точно знаю, прям вот вообще, вот прям вот без сомнений. А ну-ка делись мыслями телепатически, давай. Не-не-не, ты в прошлый раз со мной не поделилась, ты мне отказала, ты сказала... Зато в позапрошлый раз я тебе передала мысли, давай делись. Ха, она передала мне мысли, и она выиграла. И
я была мокрой. Нетушки, нетушки. В общем, все, я показал и рисуйте. Я могу взять абсолютно любой цвет. Это не имеет никакого значения. Пусть будет красный. То есть это может быть любого цвета? Я, пожалуй, еще вот черный возьму. По-моему, мама меня вводит в заблуждение. Пусть она там пока заблуждается, а я уже начну рисовать. Ну, вроде что-то мне пришло в голову, и сейчас я попробую это изобразить. Я так плохо рисую, что если вдруг Света рисует то же самое, то у меня будет очень мало шансов выиграть. Я нарисовала. В общем и целом я тоже закончила. И, по крайней мере, абсолютно понятно, что это нарисовано. Может быть, не идеально, но ведь понятно, правда? Сейчас и узнаем. Ну, все понятно. Что тебе может быть понятно? У меня, смотри, замечательный автомобиль, а у Светы стрекоза какая-то. Самолет. Это стрекоза, вот если... Помалкивай. Ты же автомобиль показывал, правда, Богдан? Да почему? Богдан показывал автомобиль. Господи, как хорошо, что я угадала. Кыш. Нет. За что? Я еще рисунок испортил. В этом челлендже явно Света более мокрая, она проиграла. И если тебе нравятся наши челленджи, то обязательно смотри еще вот эти, они вот здесь. А Света побежала сушиться, и я вместе с ней